Это я слышал. Того, что чувак записывает нормальный альбом. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, раз. Это конвульсии, какие-то хаотичные Истерия движения, какой-то рандом вообще. Они пытаются вот этими вот древними доисторическими способами нас запретить. Они реально в том времени застыли, и мы все, наше поколение, думаем совершенно по-другому, и для нас это просто как, не знаю. Никаких законных оснований у них нет, поэтому они просто строят какие-то смешные пакости, и все над этим просто угорают. Сегодня у нас что? Какая серия? Сегодня у нас серия отравление. Да. Алло. Да, в общем, ситуация такая. Перед концертом сегодняшним пришел сотрудник Роспотребнадзора со вчерашним чеком, и якобы по нему была совершена покупка блюда, из-за которого посетитель отравился. И сейчас он пришел с каким-то документом и предъявляет, в общем... Приехал этот гусь и сказал, что у него постановление на временное закрытие нашего клуба. Я говорю, вы можете закрыть наш клуб только при решении суда. Он говорит, да, оно будет. Я говорю, вот когда будет, тогда вы его закроете. Он мне говорит, подпишите. Я говорю, я тут никто, подписывать ничего не буду. Пизду пусть пугают, заебали. По поводу запрещенных действий там, или мероприятий. А какие у нас запрещенные действия? У нас сегодня была электронная проверка. Согласно прокуратуры. Мы в присутствии вас заходили на кухню, зафиксировали часть правонарушений. Каких? По приготовлению. Так вы же не видели приготовление. В смысле? При вас не готовили ничего. Ну, объемно планировочное помещение. Что? Все нарушения указаны в протоколе временного запрета. А какие нарушения? Зачитать? Зачитайте. При проведении неплановой проверки в отношении юридического лица движется по адресу город Оранж, Костромского района, дом 1А, 612-2017 года установлено оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Объемно-планировочное и конструкторское решение помещения не предусматривает последовательность поточных технологических процессов. СП 236-1079-01 санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственной семьи. А можно вопрос? Вы вообще все видели? Вы сами-то понимаете, что там написано? Конечно. Так вы же не все смотрели. Как это не все? Можно еще вопрос задам? Когда вы успели все это проверить? Да никогда. У Вы меня только даже, сегодня у пришли меня первый раз даже, у в 5 меня часов даже вечера. видео Когда вы есть. успели проверить все это? Вот столько написали. Вам не кажется, что это не так? Позвони Жене, он тебя встретит. Вам сказали, а давайте я покажу, как у нас готовится пища. Вы даже не посмотрели, как готовится пища. Вы не видели, где у нас моется посуда и на как. Вы видели нашу мойку? Нет, вы ее не видели. Нет, вы ее не видели. Чтобы вот это все составить, это надо не один день проверку делать. Это да. Товарищ это пришел сегодня в 5 часов вечера, и уже написано все. Вика, видео сохранилось? Вы понимаете, Я что надеюсь? происходит? Спасибо. Хорошо. Что Человек какой-то отравился и сохранил даже чек с собой. На сейчас сколько вот здесь персонала рабочего? Ой, я не знаю. Я за персонал не отвечаю. Вы арт-директор, Да. бармен. Бармен, официантка и звукорежиссер. А из приглашенных еще вот я слышал, есть какая-то группа выступает у вас сегодня. Ну, вообще у нас студенческая вечеринка, и студенты захотели сделать вечеринку. Поэтому я даже не знаю, какая у нас группа.
Чтобы разобраться со всей этой данной ситуацией, что нам нужно, получается, для... Да что человек правду сказал, да и все. Каждое решение должностного лица можно обжаловать в установленный законом срок, верно? Это уже решение. Это протокол временного закрытия до решения суда. То есть суд только может решить. То есть, получается, вы сейчас этим протоколом приостанавливаете временно деятельность вот этого заведения? Только суд решит. До решения суда, да? Только суд это решит. А вы временно? Временно. А вы хотите продолжать деятельность? Кто? Вы регулярно в заведении этом? Так, вы прокурор, хотите? Конечно. Прокурор, хотите? Позвони, конечно, нашим. Ну, давайте сейчас просто определимся, пусть руководство тоже приедет, раз не получается у нас. Вы не имеете права не пускать людей. Сказал, пока, до выяснения, не больше совсем. А пока, сейчас выяснится ситуация с вашим руководством, когда подойдет человек и скажет, Просто там люди на холоде стоят, давайте запустим сюда их. пока не нужно, потому что это будет слишком Не, пускай сюда заходит. большой балаган, и он Не, балагана не будет. Наоборот, будет балаган он будет там, мешать если- работе сотрудникам полиции. Настя пускает на концерт. Почему? Потому что Россия лучшая страна в мире. Россия, да. Россия вперед. У нас Добро пожаловать в 80-е, там, я не знаю. А потом говорят, почему все хотят съебать, блядь, отсюда. А можете объяснить, в связи с чем нас не пускают вообще? По какой причине? А почему мы вам должны объяснять? Вы Ну, просто... здесь организатор какой-то или сотрудник Нет, этого? нет, Ну, просто... пока без комментариев, пожалуйста. Да. Роспотребнадзор приостановил деятельность, а ему помешали общению. Виктория Анатольевна, можете? А я рекламой занимаюсь. Помогаю рекламировать, да. Документально как-то можете? Нет, потому что я работаю дистанционно. Роспотребнадзор Я могу. Что? закрыл деятельность организации. Как? Зачем вы здесь находитесь? Отношение какое-то к организации. Вы какое отношение тогда имеете, если не вас? Я рекламой занимаюсь. Ну, занимайтесь рекламой. Видеосъемка не может быть использована в каких-либо массовых этих, ну, понял, там, интернет, средствах массовой информации. Я вас А я вам не дал разрешение на это. Виктория Анатольевна, где Баранец проживает? Кто это такой, что приехал? Как можно? Классно так это. Уголок выступает. Снимают тебя. А пробы-то брали из Роспотребнадзора или нет? Пробы не брали. Штору закрываем, сейчас приезжает наш начальник, и пока начальник занимается с ментами, вы все это должны провернуть, понятно? Они не имеют права принимать ничего. Вообще нет. Покажи, Пойдем. Вот для женщин все покажет. Смотри, только не толпами. Я не знаю, кого там. Рука не знаешь. Проведи их, пожалуйста, проведи их.
Почему ребятам так сложно проводить концерты? Правительство у нас такое. Да, я не буду говорить это цензурой, нас посадят, все плохо в стране очень. Я, кстати, когда ехала, читала то, что Путин даже не против этого всего. Не против запрета? Да. Ну, конечно. Это что? Это объяснение. Поступило сообщение о том, что от сотрудника РОС, что здесь вынесено протокол о временном запрете деятельности, то, что вы не расписываетесь и продолжаете деятельность. Так я тут никто. Ну, я вам вообще говорю, то, что какое сообщение поступило. Мы прибыли по сообщению. Необходимо опросить вас, бармена, организатора того концерта, организованного, и 2 солистов. Просто на объяснение. А солисты вам зачем трогать? Ну, они здесь, получается, выступали. Что здесь за музыка? Они еще не выступали. Ну, Еще никто не выступал. Вот в протоколе разве содержится что-то об выступлении? Нет. Вот я хочу убеждать, почему здесь солисты и вот этот протокол. Причем тут отравление человека. Вот смотрите, то, что здесь запрета в деятельности. Здесь деятельность, допустим, как организации вашей, так деятельность и музыкантов. Вот это написано было напечатано вчера. Ну, я не знаю. Вчера здесь никого не было. А товарищ Роспотребнадзора пришел только сегодня в 4 часа дня. Я как вас первый раз сегодня видел, так и протокол увидел. Сегодня, когда в отдел поступило сообщение. Солисты группы или вот этот протокол. Оказывается, тут все ясно, какая-то фикция. Да. Вы объясните, причем здесь солисты и вот это нарушение по кухне, которого никто не проверял. Сейчас, 2 секунды. Так. Можно я на 1 секунду прям отлучусь? Дядь Жень! Ты за пульт, пока мы с Димой отвлекаем, вы начинаете концерт. Погнали. Хэви-метал, чуваки. Привет, Воронеж. У нас сегодня снова гости на мероприятии. Но хотя бы вы пришли, тоже это круто. Спасибо за поддержку. Я из нашей русской сказки все равно откуда ты. Ты боишься дневного света, здесь и так хватает плыть. Ты подаришь, только просишь, заберешь, когда не ждешь. Не играя в твои игры, ты когда-нибудь умрешь. Я из нашей русской сказки все равно откуда ты. Не боюсь дневного света, здесь и так хватает плыть. Ты подаришь, только просишь, заберешь, когда не ждешь. Не играя в твои игры, ты когда-нибудь умрешь. Стоп! Не открывай. Иди сюда все. За мной. Все за мной. Все за мной. Пошли. Все стоим и молчим. Там еще мусор на входе стоит. Тут личные вещи, пожалуйста, аккуратнее. Ля, как их туда провести? Так это организаторы. За что вы? За что? Это директор Гринсгруппы. За что вы его? Он не начал, у нас с вами работа настоящая не начинает. Пустите его в зал. И вы дверь нам сломали. Это не он сломал, мы все сотрудники полиции напали на организатора. Вы его сейчас задерживаете? А зачем вы его держите? Я его держу, чтобы он мне не ударил. Thank you.
У вас вопрос, я понял, по Роспотребнадзору, правильно? Нет, у меня сейчас вопрос по выступлению. На каком основании вопрос? В смысле, на каком основании? В смысле, в прямом. Я хочу узнать, закон вы здесь находитесь или нет. В смысле закон? Что здесь пришла? В смысле закон? Что здесь закон находится? Смотри, Есть у вас основания находиться? Есть. Да, какие? Что? Какие именно? Он не находится ни под домашним арестом, ни в СИЗО. Есть такое право перемещения по территории Федерации. Вот он его реализует. А вот девочка сейчас там поет, скажем, да? А? Поет девочка, да? Поет. Осуждается воспроизведение фонограммы. Да? У вас есть договор слава воинства на публичное воспроизведение? Слава и воинство российского общества. Пожалуйста, мы вот сейчас с вами общаемся, это дружеская беседа или вы будете протокол заполнять? Да я хочу, чтобы он мне что подтвердил? Что подтвердил? Ну, с нас предположение сюда. Зачем? В рамках чего? Вопрос. У нас, смотрите, у вас был, как мне пояснил ваш начальник, да? Может быть, не ваш начальник, о том, что поступило сообщение от сотрудника Роспотребнадзора о том, что кухня в данном заведении не отвечает требованиям, установленным в Санкт-Петербурге. По данному факту проводится проверка. Он сотрудником этого заведения не является. Смерти больше нет. Смерти больше нет. Смерти больше нет. Говорим, что деятельность данного заведения временно приостановлена. Мы поняли. Мы это поняли, да. Ну, будьте добры, пожалуйста, завершить свои музыкальные воспроизведения, покинуть помещение. Причем? Вы же менеджер, вы сказали. Я не выступаю на сцене, я не исполняю произведения. Ну, вы их менеджер. Ну и что? Он же не начальник, правильно? Что поступила информация о школе, что нашего турменеджера сейчас допрашивают, и мы предлагаем поддержать его сейчас криками, овациями. Заблокировали вход и выход, никого не впускают и никого не выпускают. Народ на улице ждет. Куча людей. Да, там вообще... Ну, что вы предлагаете? Вы с ним успеете с ним вместе там? Олег, его где-то закрыли. В смысле закрыли? Нас всех закрыли по разным комнатам, товарищи полицейские. И... Кто-нибудь заходил из них? Нет. Никто не заходил, точно? Нас закрыли всех по разным комнатам, потом Олег хотел выйти в зал, товарищи полицейские выломали дверь и сказали, что он на них кинется. А это что за человек стоит? Я не знаю, товарищ в штатском, наверное. А согласно П4 можете представиться? Я к вам обращаюсь. Хотя бы просто устно. Конечно. Представьтесь, пожалуйста. Зачем вы тут? Олег, ты сейчас свободен идти будешь? Да, Нет, да. пока хорошо. У нас просто мы опаздываем на поезд. Все. А чего закончить так рано? Потому что нам сказали, что ты задержан, тебя допрашивают. Пока да. Потому что мы пошли... Можно еще попробовать сыграть, реально, еще есть время. А мы не можем, мы уже все сняли, оборудование, микрофон уже отключен. Это еще 20 минут подключать только. Блин, зачем? Потому что нам сказали, что нам подошла девочка. Нет, они просто незаконно не пускали меня к вам. Я им объяснял. Подошла к нам Потом девочка. меня чувак столкнул, и мы пошли с ним. Нам подошла девочка и начала что-то показывать, типа. Потом я спросил у Кипы, что происходит. Он пошел, узнал и сказал, что тебя допрашивают. И мы начали кричать в микрофон. Блин, я хотел вам дать знак, но просто меня сразу же увели. Это знаешь, что в чем было? Это был не мент, это был сотрудник торговой службы. Слушай, мы отыграли треков 8 и все с альбома. Все самые хиты мы отыграли, так что... ну хорошо. Ну, то есть все не так плохо. Ты знаешь, что был сотрудник торговой службы? Какой, блядь, торговой службы? Торговой службы. И он не пускал меня, держа дверь с другой стороны.
Я пытался, но ты видел на себя. Да, я и он удерживал ее. Бля, это Да. может просто секретный отдел мусорской. Они не Конечно. представляются, они не говорят, Он кто тебе они, что они. показал корочку какую-то или что? Да. Я вообще не показывал. Есть Там фейсеры? торговая служба. Какая-то Он изначально говорил кому-то это. Бля, братан, Ну, это он все отмазки, нагнал это просто, это секретный отдел мусорный. Я тебе точно не скажу, как-то они называются, батальон этот, короче, они даже типа, ну, короче, они своим даже родным говорят, что типа они, типа, не менты. Держи, спасибо. Ну это как бы стандартный день из нашей жизни за последние 10 дней. Бля, мне ничего не подкинули, а такой... На самом деле резонный вопрос, мы сейчас все время проверяем куртки, сумки. Ну все. Вот что ты. Это мой. Что было? Чуваки, они не пройдут, они уйдут, мы останемся. Классный концерт, все понравилось, но я не попала. Еще бы вы приехали, очень Зато я классно, попала на отдохнули рентовое. все, зашибись. Я платила за это. 500. Потому что меня не пустили. Я поцеловала полицейские. Ваню. А полиция не пустила Нам не меня на нравится концерт. ваша музыка, вот один аргумент. Давайте До свидания. Гуляйте на все 4. Хватит волноваться. Просто спасибо, экстремизм. Россия лучшая. Офигенный концерт. Хорошо посмотрели с улицы, послушали музыку из машины. Хорошо. Где мой концерт? Я хочу тусоваться! Ты подаришь, сколько просишь, а вперед, когда не ждешь. Не играй в свои игры, ты когда-нибудь умрешь. Набираю грудью воздух, чтобы больше не дышать. То, что нами забываю, чтобы раниться опять. Расколдуй меня, расколдуй меня, расколдуй меня, расколдуй меня. Что следующее? Таблетки. Потом грустная музыка. Таблетки, давай, таблетки. Что-нибудь из этого. Давай с них что-нибудь. Хотя бы так я попаду на концерт, блядь. А я не знаю, почему мы не пьяные, блядь. Я смываю в унитаз все свои таблетки. Надоело на цепи сидеть в бетонной клетке. Больше ни к чему это ненужное лечение. Праздную сегодня свой последний день рождения. Умираю в России. Эйфория. Умираю в России. Несите сюда колонку, давайте смерти больше нет. В золотых цепях я утопаю в болоте. Кровь моя чище чистых наркотиков. Вместе с другими тебя скрутят на площади, а я скручу своей новой жилплощади. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия, пусть все горит, пусть все горит. Смерти больше нет. Могучая воля, великая слава, дает достояние на всех времена. Свободная, блядь!